Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Весы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на будущее, на 10 дней до декаду с 10 по 20 апреля. Давайте с вами узнаем, что или кто появится неожиданно, что для вас будет внезапно, чего вообще стоит ждать с 10 по 20, или, может быть, как неожиданный контакт, или что случится. Что будет происходить? Возможно, от вас потребуют смены планов, некоторой перестройки. Я такое тоже не исключаю. У нас может быть поворотным месяцем именно апрель. И в начале первые три карты мы достаем на колоде 78 дверей, как три знака судьбы. Открыты двери или закрыты. Куда мы пойдем, куда-то, может быть, мы и не будем торопиться. Может быть, это будут просто как подсказки те сферы жизни, которые для вас, как будут наиболее активизированы именно в этот период. И на картах Таро мы продолжим и узнаем с вами. Так что же там будет внезапно, что вас удивит? Неожиданные контакты, такое я тоже не исключаю. С кем, с чем это будет связано, к чему все идет, к чему приготовиться и что же будет меняться. А также по основным сферам жизни, чего ждать в жизни личной, финансы, что вас ждет или чего ждать с 10 по 20, и сфера ваших достижений, мои дорогие весы, с 10 по 20, ваши планы. У кого-то учеба, у кого-то работа, я такого тоже не исключаю. Или это будет с чем-то связано, как, может быть, документы, да, или то, что вы планируете. Я должна сказать, что планета Уран, которая переходит в знак зодиака Близнецы 26 апреля, это как смена парадигмы. Какой-то прежний сценарий в вашей жизни заканчивается, и теперь Уран будет в вашем 9-м доме гороскопа. Это период кардинальных перемен, причем добрых перемен. Для кого-то это может быть как мировоззрение, обучение, вы можете новые технологии осваивать. Кто-то задумается всерьез о переезде, может быть, даже куда-то очень далеко, вопросы миграции, вот это тоже проходит, сами по себе путешествия и переезды, но и это видеть мир по-новому. Для кого-то из вас это может быть ситуация, которая касается работы или юридических вопросов, и то, что прежде вы не могли, может быть, осуществить, вот карта подтверждает, теперь у вас это станет возможным. Ну и личная жизнь. Тут тоже возможны изменения, связанные, к примеру, с дальними родственниками или с дальним окружением. Все то, что я сказала, карта подтверждает, потому что эта карта – это как по судьбе. И я доставала карты, я не открывала их, поэтому, наверное, вот тот, кто смотрит это видео, все то, что я даже астрологически, да, тенденция, я сказала, где-то приготовьтесь, мои дорогие, по судьбе, вам вот такие судьбоносные перемены. Это на 7 лет, вот такой сценарий. Конечно, все не происходит достаточно быстро, и для кого-то из вас, кто рожден в первую декаду, в первые дни знака зодиака, вы это можете ощутить намного раньше. Остальные как-то могут и попозже. Но Верховный Жрец, может быть, если мы говорим на протяжении 10 дней, сами по себе могут быть ваши решения, которые имеют дальнюю перспективу. У кого-то будет связано именно с юридическими вопросами, согласованиями. Может быть, вам придется какие-то контакты активировать именно в этот период, договариваться. По этой карте все-таки это традиции, это менталитет, это некоторые правила, регулировки. Восьмерка жезлов добавляет немножко точности, говоря, что придется тебе весы подбирать ключики, может быть, кому-то или к чему-то. Вот рассматривать альтернативные варианты, но вообще это еще карта скорости. Это карта доброй трансформации, добрых перемен. И когда вы получаете, возможно, какое-то известие, и вы не можете это отложить на потом, с этим нужно как-то правильно взаимодействовать, это точно. У вас две карты, мои дорогие весы, два старших аркана, как император, так и верховный жрец. Это два символа власти, по сути дела. И если мы говорим, это наша власть, которая, буквально, это законы, это руководители, это, может быть, и сильные мира сего. Вот два старших аркана могут говорить еще и о том, что как будто и в законах нужно что-то уравновесить. Но если мы говорим по судьбе, это вот действительно как вселенская какая-то, может быть, даже власть. Или
власть ваших предубеждений. Может быть, это менталитет в том обществе, где вы проживаете. Вот связать воедино. Но тут будет какой-то интересный сюжет, который будет касаться принятия, скорее всего, однозначного решения. Для кого-то из вас это те планы, которые кто-то может писать на бумаге. План минимум, план максимум. Может быть, вам и придется договариваться, ведь две карты статусные, поэтому на кону у вас смена статусов. Может быть, это олицетворение человека. По императору иногда удивительно, да? Вот посмотрите, две восьмерки, там жезлы, тут у нас кубки. Но вот смотрите, карта говорит, ты как будто бы весы уже перешагнул через этот порог. Кто-то еще и не осознал, но как будто прошлое уже завершилось. Какой-то надоевший сценарий завершился. Но понятно, вот мы вышли, как этот герой, и мы стоим и думаем, хорошо, а что дальше? Мы здесь несколько озадачены, да, горы тут перед нами, и вроде открытое пространство, куда же мы пойдем? Выбор пути. А также какой-то выбор означает эта карта, когда мы, может быть, ищем выход из создавшегося положения, но мы его находим. Поэтому тут у каждого будет по-своему. У кого-то выход из создавшегося положения, который касается законов. У кого-то конкретный человек. Как поступить правильно, как правильно договориться. Но договариваться как будто бы придется. Давайте третий знак судьбы. Рыцарь мечей. Для тех из вас, мои дорогие весы, кто занимает ответственный пост, руководитель, ну, может быть, даже небольшого какого-то отдела, структуры, подразделения, будьте где-то готовы к тому, что могут быть неожиданные визитеры в виде проверяющих. Иногда, как бунтарь без причины, да, рыцарь мечей – это олицетворение того человека, который без приглашения появляется в нашей жизни. Я не исключаю, что это как человек, который приносит вам какую-то весть. И это тоже подразумевает какую-то скорость, поэтому для вас, для кого-то из вас, может быть, с 10 по 20 будет активный период. Мало того, что перемещение, ну, может быть, по офисам, по руководителям, может быть, и юристы, адвокаты. У кого-то это просто официальные какие-то лица, когда вам нужно что-то согласовать, узнать, разобраться, может быть, в каком-то вопросе. И мы ищем правду истинную, мы ее находим. Но те карты, когда вот говорят нам о скорости, видимо, или, может быть, будет у кого-то как побудительный мотив получения известия. Пусть для кого-то из вас это ваш внутренний инсайт, что да, мне вот это нужно. Мне вот с этим нужно разобраться. Но тогда это нельзя отложить на потом. И даже если это будет касаться, ну как, через известие или какое-то событие, когда нужно понимать, как поступить по закону. Тогда тоже, мои дорогие весы, не откладывайте на потом волшебно. Карта заслуженного успеха. И все то, что я опять же сказала по планетарным транзитам, вот так вот вкратце, мои дорогие, ну, понятно, у кого-то будет развернутая более информация, потому что по шестерке мечей, это ведь мы часто как раз и изучаем новые технологии. Мы переезжаем. Это сама по себе поездка или куда-то переезд. Это мы можем что-то планировать. Давайте еще одну карту. Тут как будто бы могла быть ситуация, когда вы прежде не могли куда-то поехать. Старший аркан, еще один шестой. Я не могу сказать, что вот буквально 10 дней, ну что такое для истории 10 дней, это вообще одно мгновение. Так вот, я не могу сказать, что за 10 дней вы прямо сразу куда-то стартанете, хотя у кого-то это может совпасть, потому что, ну, к примеру, когда вы уже проделали какую-то работу, вот здесь может открыться какая-то новая возможность. Вам договариваться придется, но также делать выбор. Вот, мои дорогие, мы об этом с вами говорили. Но для кого-то проиграется конкретный человек, работает за компьютером. Изучение новых технологий, изучение иностранных языков, новые планы. И если прежде, вот вы, кстати, можете что-то переиграть. Вы планировали как будто одно, да, или одно действие, или один способ, метод. А тут мы как будто упираемся вот в эту стену или вот в эти врата. И карта ведь нам говорит, ты подожди, тут нужно разобраться, прежде чем биться в эти ворота. Может быть, ну, проломишь ты, да, у нас такой могучий кентавр, но это не гарантия, что тебя обрадует то, что ты увидишь. А вот когда мы действуем как-то осторожно, а вы великие дипломаты, поэтому
Для вас любой выбор не выбор. Наверное, ваша сила со всеми договориться, но ведь для кого-то это может касаться как новый проект. Или когда пусть это с нуля что-то начинается, вы понимаете, вот именно это нужно продолжать изучать. Или в этом направлении, ну, как действовать, двигаться, может быть, по работе, вот именно этот проект осуществлять. Карта обещает вот этот заслуженный успех. И если мы где-то себя сфокусируем на мужестве, на том, что мы можем начинать какой-то проект практически с нуля. Или даже если вы сейчас находитесь в сложном, к примеру, финансовом положении, тогда вы можете кардинально за последующие 7 лет изменить свою жизнь, мои дорогие. Перемены добрые, хочется сказать, у вас на пороге. Ладно, что будет внезапно, что удивит весы? Ну, тут будет удивление, тут любопытство. В таком хорошем смысле, хорошем эквиваленте. И не к соседу, нет. Это к миру, к жизни. Это какие-то новые возможности, которыми мы воодушевлены. Но торопиться определенно не следует. Колода Таро ведьмочек, и наша ведьмочка вот уже вроде и на метле, но занесла, как будто ногу уже готовится ступить, сделать следующий шаг. А нога-то, по сути дела, почти над пропастью. Внимание к деталям, мои дорогие. Настроение будет с 10 по 20 у вас хорошее, по крайней мере, я могу точно сказать, больше поводов для оптимизма, для радости, что внезапно. Может быть, внезапное новое предложение. Пусть это даже будет исходить от того человека, которого вы знаете, или вы сами видите для себя, ну, как выход из создавшейся ситуации и совершенно по-новому. Для кого-то из вас, я такое тоже не исключаю, это могут быть все-таки десятка пентаклей. Рост финансового благосостояния, и поверьте, это не просто фраза. У кого-то может быть получение денег, и причем это могут быть деньги, которые, ну, отчасти либо вы заработали, но они где-то задержались, или какой-то платеж не прошел. Но это может быть также как помощь кого-то, помощь ваших близких, помощь семье. Или когда вы какой-то проект, но практически отшлифовали, и вот он вам теперь, если прежде он не приносил дохода, а теперь вы видите своеобразный финансовый как прорыв. Этого я не исключаю. Это может быть для вас внезапно. Может быть, кто-то из вас уже где-то приготовился к рутине. Но, по крайней мере, что вас удивит? Что что-то вы сделали не зря. У кого-то это будет касаться отношений, у кого-то будет касаться дома. Планы вы тут можете поменять. Как будто вы стремитесь вот к этой десятке пентаклей. Изобилие, процветание, семья, дом. Но совершенно с новыми планами. Или обновленными. Или с каких-то новых позиций видите свои возможности. Неожиданные контакты. Отпускайте все то, что пытается от вас оттолкнуться. Конечно, это старший аркан, и любой старший аркан больше свидетельствует о тех событиях, которые происходят вокруг. Поэтому тут даже, если для кого-то камни с неба, то для вас это ситуация, когда нужно, я говорила об этом, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Меняются законы, меняются положения, меняются какие-то постулаты, неожиданные контакты. Ого! Как у вас все серьезно, мои дорогие весы. Из 4 карт 3 старших аркана, ну а десятка пентаклей – это сама по себе карта, которая тоже отчасти итоговая, но которая нам приносит добрые итоги, радостные вести. Здесь может меняться что-то у человека. Причем у кого-то может совпасть иногда по аркану мага. У нас проходят люди, которые рождены под знаком Меркурия. Это у нас близнецы и дева. Или конкретный человек, ну это не обязательно совпадет, но у кого-то может. Или, допустим, человек имеет там асцендент, или по Луне, может быть и так. Не всегда люди, кстати, это знают. Это какой-то великий практик. Это и вы можете быть. Судя по тому, что выпало, так это точно. Вы сейчас как маг-волшебник. Перед вами открываются пути, горизонты, возможности. Вот таким может стать период второй половины апреля, начиная с 10-го. Потому что у вас много старших арканов. И поверьте, никогда старший аркан не проигрывается ровно в ту дату, которую мы назначили. Это всегда что-то более продолжительное.
Поэтому у кого-то это может растянуться на месяцы какие-то, даже если решение некоторых вопросов, проектов, встреч важных, контактов, но это определенно состоится. Вы ищете выход, вы его найдете. Для вас, мои дорогие весы, нет ничего невозможного. Но, наверное, ключики подбирать придется. Поэтому и маг. К чему все идет? К чему приготовиться? К радости, туз кубков. Какой у вас волшебный расклад? Что будет меняться? А тут новые планы будут. Неизбежно. Рыцарь Пентаклей. Какой-то, может быть, вот как раз план, метод, стратегия, может быть, и тактика, которую вы продумаете вторая половина апреля. Или конкретно, когда известие получаете с 10 по 20, и вам тут нужно что-то обустроить, переиграть, но в новом ключе. Вот о чем говорит карта, что будет меняться, да ты сам будешь многое менять. Причем весы будут менять с долгосрочной перспективой, когда вы не будете делать что-то, может быть, во благо кому-то, в ущерб себе. Ну, понятно, мы никогда себе в ущерб никогда не задумываемся, да, что-то сделать. Но ведь часто мы соглашаемся на какие-то или даем согласие на методы, на участие в каком-либо деле. А вот думать мы начинаем потом. А потом, когда еще потом, да, мы уже думаем, да елки-палки, зачем я в это ввязалась? Больно это мне было нужно, да? Вот здесь более продуманно вы будете. Потому что не хочется минуса. Вы уходите от всего того, что вас как, может быть, ну, какую-то деструкцию наносило в вашей жизни. Я не исключаю, что здесь может быть и как и знакомство с новым человеком, которого вы, или пусть это какой-то проект, который вы будете оценивать, что либо в проекте нужно что-то продумать, просчитать, какую-то рутину, может быть, даже выполнить еще предстоит. И это долгого периода касается. Или вы можете познакомиться с таким человеком, я тоже не исключаю, когда вы решаете некоторые вопросы по документам, по работе. Тут, ну вот больше такого делового характера или финансового. Вас может этот человек заинтересовать тем, что он вот как раз какой-то продуманно просчитанный, слишком прагматичный. Но кто знает, может быть, вам и самим эти энергии сейчас будут, ну, как в помощь. Что ждет в жизни личной весы, мои дорогие? Вот когда в моих раскладах на двух колодах повторяется одна и та же карта, восьмерка кубков, это смысл, сила карты удваивает свое значение. И в личной жизни есть какой-то выход. Мы как будто его искали долго, может быть, не находили. Как правильно поступить, и мы его находим. У вас что-то меняется и в личной жизни, может быть, это связано даже с решениями других людей. Или у людей что-то меняется, и это вторично оказывает влияние на вас. Вы тут будете чем-то вдохновлены, явно каким-то проектом. Или, вот посмотрите, десятка пентаклей. Даже для тех, кто в паре, у кого сейчас, ну, все относительно хорошо, спокойно. Здесь все равно будут какие-то добрые новости, которые, может быть, добрые новости, но неожиданные, подвигнут вас на новые решения или как будто взять новый ракурс. Точно. Добрые сведения от какого-то человека, который касается личной жизни. Может быть, это и дальний родственник, может быть, для вас это все равно доброе, хотя я не исключаю, кто-то засобирается в поездку. Пусть только засобирается, а кто-то и отправится, как я уже это говорила. Значит, вот переезды, перемещения могут быть связаны или планируемые таковых, то это будет связано и еще и с личной жизнью тоже. Что ждет в финансах? А вот тут будьте внимательны. У вас деньги есть, деньги будут. Но по семерке жезлов много желающих на эти деньги. И здесь вы можете думать, как это я откажу. Поверьте, мои дорогие весы, у вас все такие карты, которые вот... Это как слабое место у вас получается, понимаете? Потому что есть риск согласиться на то, что было прежде, или увязнуть в какой-то прежней ситуации. Тут ведь как будто нам не нужно обороняться, вот обратите внимание. Если мы в этот поединок вступим, как будто у нас только один жезл, а вокруг еще 6. Понятно, что мы проиграем. Поэтому наша задача словно раствориться, одеть шапку-невидимку, отступив полшага назад, уйти,
от какой-то конфронтации. Именно в чем-то не участвовать. И у вас это на финансы. Но вот эта сложность в чем? Мы можем представлять, как это я откажу, как это я кому-то скажу нет. Может быть, и себе придется сказать нет. Я тут тоже не исключаю. Потому что тут ведь есть соблазн, да, много каких-то приятных моментов вас ожидает в апреле. Но восьмерка мечей говорит о том, что ты не поступай ровно по тому сценарию, который был прежде. Потому что он неверный, ты чего-то не видишь. Еще один рыцарь мечей. У кого-то из вас может совпасть вопросы дома, смены работы, или когда вы вот на выборе, потому что у кому-то, может быть, как сумма необходима для переезда или для какой-то поездки, купли билетов, или что-то такое, то, что вы планируете, мои дорогие весы, не сиюминутное, не на 5 минут на один день, а это какой-то больше такой, план на последующее время, в чем вы лично имеете смысл, а другие не видят. Поэтому будьте готовы к воздействию или каким-то, может быть, даже сюрпризом со стороны людей. Даже если мы сталкиваемся, предположим, как я говорила, проверяющие, или когда вы, может быть, самим, в налоговую инспекцию, может быть, кому-то нужно подойти, да, или подъехать, или какой-то отчет вам составить. Будьте внимательны к документам, это раз. Но и с другой стороны, как будто правду какую-то вы должны для себя прояснить по финансам. Опять же, деньги есть, деньги будут, но совершенно другое отношение к деньгам, мои дорогие. Видимо, для вас это принципиальное значение, иначе и из-за финансового минуса может откладываться ваш финансовый успех, поездка или какой-то важный выбор, который меняет и вас, и жизнь. Будьте внимательны. Деньги – это не просто бумажки, будем говорить. Это не просто наши хотелочки в фазе реализации. Это один из способов взаимодействия с миром. Вот что-то подобное вам говорят карты. Ваши достижения, ваша карта. Король мечей – это карта эксперта. И для кого-то карта будет говорить, помимо вас самих, вот вам понадобится эксперт, юрист, адвокат. Может быть, понадобится поехать к какому-то даже чиновнику, как я говорила, да? Понимать, как мне оформить документ. Какие к этому документы, еще, может быть, 10 документов или бумажек нужно собрать, так тоже иногда бывает. Для кого-то из вас это идут люди узких специальностей. Могут идти врачи, могут идти, кстати, люди в погонах, но это могут быть, вот знаете, люди, работающие с металлом, которых, допустим, как специалистов мы приглашаем домой. Может быть, это у кого-то и дома нужно что-то сделать. Но тут самое главное, как будто не совсем ввязаться самому, а сначала распытать, разузнать, как обстоят дела, как обстоит вопрос. Тут именно аналитика и интеллект, мои дорогие, есть какая-то составляющая, которая вас очень... Может быть, это касается конкретного человека. Или как возврат, да, заново. Может быть, это вопрос по работе. Или вы получаете какой-то документ, и вы, к примеру, вы думали, что все, я уже в этом поставил точку. Или поставила. И эта точка какая-то была или из-за разочарования, или из-за того, что у вас что-то не получилось, и вы попросту смирились. Или вас человек, даже как-то подвел. Вот я тут не исключаю возвращение из прошлого. Но вот это та карта, когда я говорю, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Это слова Клаудио Пинера. Поэтому тут может быть какая-то ситуация неясная, запутанная. У кого-то может быть и с домом, кстати. Но мы все-таки смотрим на достижения, на учебу. Но неясность есть, вот это факт. И ясность тут только в одном ключе, что, может быть, вы даже что-то не хотите продолжать. Вы не хотите еще раз оказаться в какой-то ситуации. Но прояснить точно нужно. Аркан Луна не время собой рисковать. Для кого-то из вас, смотрите, много работы. Может быть, по этой карте вам придется как-то себя с 10 по 20 собрать словно в кучку, да? Я имею в виду, что расписать, создать себе такой график, план действий, когда нужно многое успеть. Вот смотрите, и успевать придется многое. И в то же время не торопиться, полярные карты. Старший аркан умеренность. То есть я могу сказать, вот на ваши достижения.
Может быть, что-то предложено, от человека это исходит, или потому что законы меняются, может быть, бумагу какую-то вам нужно дополнительно создать, принести куда-то, составить, переписать, переиграть, да, ну вот как угодно это назовите, а вы уже могли с этим проститься. Вы могли, и это для вас будет где-то внезапно. Это может быть связано с конкретным человеком, который тоже с предложением появляется внезапно. Здесь у каждого по-своему. И вам уже этого не хочется этим заниматься. И тут, вы знаете, тем не менее, вот по аркану умеренности, как будто мы идем на мировую. Другого не остается. Надолго ли, мы пока не знаем, но это старший аркан. Поэтому баланс вот этот, как будто стоя на одной ноге, мои дорогие. Может быть, стоя на цыпочках, на одной ноге. И, кстати, глаз ведьмочка наша хитро прищурила, но подглядывает другим. Как будто чего-то не замечает или делает вид, но в то же время все контролирует. Вот какая-то такая непростая ситуация. Поэтому интеллект. Поэтому, может быть, и вам придется принять, вот я такое допускаю, альтернативное решение по поводу конкретного человека или какого-то дела, потому что по-другому оно никак не пойдет. Но тогда у вас настанет в последующие месяцы тот период, когда, знаете, 1000 дорог сойдутся в одной точке. У вашей жизни еще вас ожидает какая-то не случайная случайность или то, что уже прописано как в скрижалях вашей судьбы. А для кого-то это может означать встреча или решение, какое-то совершенно другое, какая-то другая, другая возможность или другой шанс решить какую-то проблему, которая, может быть, теперь не решается, так как вы это представляли, но вы сможете это сделать позже и совершенно по-другому. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. Интересный расклад. Для вас очень знаковый месяц – апрель. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и за ваши душевные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, а ссылки я оставлю в описании под видео. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.